Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня видео будет вот с таким вот небольшим вступлением, что для меня на самом деле не очень привычно. Но должно было наступить время, когда формат моих видео немножечко трансформируется, чтобы ролики были более информативными и более интересными. Сегодня будет небольшое путешествие по крымским фиратам. Для меня это будет уже не первый опыт такого досуга, однако каждая такая вылазка дарит просто огромное количество эмоций. Самое главное, что такой вид отдыха подходит практически каждому. Абсолютно все, что может потребоваться, это специальное оборудование. Конечно же, физическая подготовка, потому что придется очень много карабкаться, подтягиваться. Ну и, естественно, отсутствие боязни высоты. Ну что, погнали знакомиться с таким вот видом экстремального отдыха. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Что же из себя представляют ферраты? По сути, это скальный участок, специально оборудованный металлическими конструкциями, помогающими преодолевать его с большей скоростью и меньшими затратами энергии, чем при обычном скалолазании. Как правило, этот участок оборудован страховочным канатом или цепью, идущими вдоль этого участка и фиксированными на скале, находящимися на некотором расстоянии друг от друга стальными анкерами. Упоры для ног либо естественные, либо стальные скобы, штыри и рифленые пластины небольшого размера. Самые интересные ферраты классифицируются как ферраты спортивного типа и могут иметь в своем составе также навесные переправы или висячие мосты, состоящие только из натянутых параллельно канатов. Страховку осуществляют посредством универсальной страховочной системы или беседки, так называемого комплекта самостраховки для виаферрата, состоящего из обвязки, амортизатора рывка и двух специальных ферратных карабинов, надеваемых на страховочный канат. В первую очередь едем сейчас в прокат за оборудованием. Контакты оставлять не буду, это не реклама, однако я думаю, что не составит труда абсолютно найти в интернете пункты выдачи такого оборудования. Итак, что же нам понадобится? Экипировка состоит из самостраховки с разрывным амортизатором рывка, привязи и каски. Это ферраты для начинающих. Координаты начала маршрута можно увидеть сейчас на экране. Плюс оставлю все локации в закрепленном комментарии. Этот маршрут находится в 17 километрах восточнее Севастополя. Высота горы 213 метров над уровнем моря. Она расположена на территории Тороповой дачи, популярного места для массового отдыха, которое славится своими природными достопримечательностями. Здесь есть густые леса, скальные массивы, небольшое озеро и речка Сухая. С вершины горы открывается живописный вид на Торопову дачу, гору Гасфорта и озеро. Виаферрата на горе Ортакая включает 30-метровый подъем по вертикальной скальной стене, 30-метровую переправу над пропастью по стальным канатам, 40-метровый горизонтальный траверс и 20-метровый спуск по скалам к началу маршрута. Длина этой виаферраты 120 метров. Она была задумана и построена как учебная, достаточно простая, поэтому будет по силам даже детям ростом от 115 сантиметров. Несмотря на малюсенький маршрут и легкость, не стоит пренебрегать и, во-первых, тем, у кого нет опыта прохождения феррат. Это будет хорошая подготовка для более сложных маршрутов. Во-вторых, феррат — это не только возможность физически себя испытать. Кому-то испытать силу и выносливость, кому-то перебороть страх высоты, но по большей части это про виды, открывающиеся с высоты. Это и есть награда за все сложности подъема. И тут, на горе Ортакая, пейзажи открываются достойнейшие.
Это великолепный маршрут для тех, кто хотел бы совершить настоящее скальное путешествие из Батилимана к Каспийскому перевалу. Феррата достаточно протяженная и невероятно красивая. Во время восхождения море буквально находится под ногами. Отсюда открываются невероятные виды с высоты птичьего полета на бухту Ласпи, мыс Сарыч и гору Ильяска. Во время прохождения маршрута встречаются и горизонтальные и вертикальные участки, а в середине маршрута находится, наверное, самая впечатляющая в Крыму тросовая переправа над ущельем. Конечная точка маршрута — это смотровая площадка Ласпи. Да, на нее, оказывается, можно попасть не только подъехав к ней на машине, а еще буквально забравшись по скале. Протяженность маршрута 1200 метров. По сложности маршрут средний. Половина пути — это длинный горизонтальный траверс. Вторая половина имеет множество вертикальных участков. Встречается довольно много скоб. Маршрут очень популярный. С большей долей вероятности по пути встретится достаточно много других восходителей. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine, living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like
видок. И это мы еще до начала не дошли. Недалеко от небольшого села Баштановка, напротив знаменитого пещерного монастыря Качи-Кальон, находится невероятно красивое место – Алимова балка. Это тенистое ущелье овеяно легендами и мистическими историями. У входа в Алимову балку возвышается величественная скала. Тут довольно непросто с поиском старта маршрута, так как никаких указателей нет, и даже местные жители часто не знают о местной феррате. Нам нужно отыскать так называемый в определенных кругах сектор камень. Точку старта оставлю, однако, даже имея координаты, довольно трудно в густом лесу найти это место. Подняться на ее вершину можно, совершив восхождение по Виа Феррате, которую построили летом 2023 года. Маршрут протяженностью 80 метров. Достаточно крутой. Здесь нет металлических скоб. Для подъема необходимо использовать естественный рельеф. Почти у самой вершины есть подвесная тросовая переправа. Она очень похожа на тросовую переправу на Виа Феррате Бутилиман, а с вершины открывается волшебный вид на долину реки Кача и Качи-Кальон. Накидываем быстро нашу экипировку и погнали. Как я уже говорил, главное отличие от всех остальных феррат Крыма – это полное отсутствие металлических скоб. В местах, где за скалу уцепиться невозможно, здесь специально вклеены камни. Маршрут короткий, но в меру тяжелый и живописный. Плюс он малоизвестный, поэтому скорее всего вы тут никого не встретите. Подвесной мост выглядит не таким надежным, как на Ласпе и на горе Ортакая. Плюс перецепы страховки в конце моста ужасно неудобны. Особенно учитывая положение, стоя на шатающемся тросе над обрывом. Но тем не менее, несмотря на эти нюансы, довольно интересный и красивый маршрут. Them all, from people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all.
Виа-феррата на горе Ильяская – это система соединенных между собой виа-феррат, ведущих на вершины скальных массивов Ильяская и Делик-Либурун. Самая протяженная и самая сложная на данный момент феррата в Крыму. Комплекс маршрутов состоит из 7 участков, которые в комбинации представляют собой 16 разных маршрутов. Общая длина всех участков виа-ферраты составляет около 3400 метров. Описание и схемы маршрутов, координаты стартовых точек есть на сайте проекта «Большая Севастопольская тропа». В начале каждого участка установлен информационный щит с картой-схемой, инструкцией по соблюдению требований безопасности и списком необходимого снаряжения. Вы спросите, зачем все это? И тут я вам просто покажу то, чего не увидят те, кто не попробовал сюда забраться. Итак, комплекс на Ильясе реально огромный, и можно подобрать маршрут для любого возраста и для любой физической подготовки. Но я расскажу и покажу два: средний по сложности и очень сложный. В обоих случаях начало одно и то же, от точки Г до точки Е. Участок затяжной, есть много мест, где можно передохнуть. Вертикальные участки встречаются, но они под углом, поэтому ничего слишком тяжелого здесь не ждет. Маршрут средней сложности подразумевает уход траверсом на запад по лесистой полке, под верхним поясом скал южной стены Делик-Либурун, к началу виа-феррата Делик-Либурун Ильяская. Далее по скальному гребню Делик-Либурун с запада на восток на вершину Ильяская. По протяженности это самый длинный маршрут комплекса. По сложности я бы отнес его к среднему. Периодически встречаются сложные участки, но сильно затяжных вертикальных подъемов немного. Сложный же маршрут пролегает через затяжную вертикаль, через южную стену Делик-Либурун. И вот тут начинается самое интересное. Это самый сложный участок виа-ферраты во всем Крыму на данный момент. Официально висит предупреждение, что прохождение данного участка рекомендовано только технически подготовленным, выносливым и физически сильным людям. От себя добавлю, что людям низкого роста будет очень сложно покорить данный этап. Здесь минимальное количество скоб, маршрут вертикальный по отвесной скале. Посредине маршрута есть бонус в виде полки, где установлена лавка. Настоящая отдушина этой части маршрута, особенно когда эта часть проходится впервые. Условно вертикаль можно поделить на два отрезка. Первый отрезок оборудован только тросом, скоб нет. Участок подразумевает лазание по естественному рельефу или придерживаясь за трос. Второй участок отрезка – это вертикальный рельеф, оборудованный скобами. Скобы расположены довольно далеко друг от друга. Прохождение требует от участников хорошей физической формы. Периодически встречаются небольшие нависания. Страховочный трос буквально болтается. Ну и в конце обоих маршрутов ждет подъем на вершину Ильяса. На карте участок отмечен как сложный, и на самом деле кое-где есть сложные моменты. Местами не слишком удобные перецепы, но и набор высоты тут достаточно быстрый, поэтому высота все-таки щекочет нервишки на этом участке. Но по большому счету участок абсолютно по силам даже первопроходцу, в хорошей физической форме. В конце в качестве награды мы получаем виды с Ильяса, храм солнца и спуск вниз через густой лес.
Все, что я показывал раньше, это классные маршруты, где нужно думать, не забывать о технике безопасности, применять силу, подтягиваться и карабкаться. В этом и заключается смысл термина Via Ferrata. Но есть у нас в Крыму и любители красивых названий, не вкладывая никакого смысла. И, конечно же, это коммерсанты так называемого Ялтинского заповедника, превратившие гору Айпетри в комплекс бесконечных КПП, безумно глупых правил, в том числе так называемой пропускной системы для местных, прикрывающихся заботой о заповеднике, а в действительности просто создают атмосферу тотального контроля, с рамками и охраной на каждом шагу, из-за которой порой даже посещать плато нет большого желания. Но тем не менее не рассказать об этом маршруте было нельзя, поэтому встречайте Via Ferrata Небесная тропа. Аттракцион, не имеющий ни намека на какую-то спортивную составляющую. Это просто вбитые вдоль скалы дощечки и ступеньки, плюс 2 подвесных моста длиной 30 и 80 метров, точно такие же, как и на зубцах Айпетри. Полная длина тропы 360 метров. Весь маршрут проходится с гидом, без него просто туда не пускают. Оборудование с собой не нужно, его выдают при входе. Вход на тропу, кстати говоря, платный, что снова рушит все принципы Via Ferrata. Страховка не предполагает падения, поэтому амортизатора рывка тут нет. Перецеплять карабины тут не нужно, скоба тупо ведется вдоль троса, просто идем и наслаждаемся видами с горы Айпетри, которые тут невероятные. Проходки по мостикам тоже весьма увлекательны, однако сам маршрут не вызывает никаких эмоций от пройденных трудностей. Здесь нет мощного выброса адреналина, нет усталости в мышцах, зато есть вечная очередь, когда кто-то фотографируется, и тебе просто приходится стоять по 5 минут, из-за чего проход тропы может занять от 40 минут до часа. Маршрут максимально распиаренный. Наверное, каждый второй крымский блогер снял здесь сюжет с восхищением от всей этой идеи. Однако я бы сделал заметку, что теми же видами можно насладиться просто с плато Айпетри, а ничего круче, чем видов на Ялту и окрестности на этой небесной тропе нет. Очередная туристическая пустышка. Just how the story ends, but I can feel it's tense. Don't know the consequence, the volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars. Эта Феррата одна из старейших на полуострове. Была построена в 2012 году и в настоящее время находится в хорошем состоянии. Расположена она в ущелье Кизил-Каба, рядом с водопадом Суучхан вблизи Красной пещеры. До начала маршрута придется пройти пешком около 1,5 километров по живописному ущелью вдоль русла реки. Горный массив в этом районе также называют скалы Грифона. Высота вертикальной стены примерно 60 метров. По сложности чуть выше средней. Восхождение идет полностью по вертикальной стене, практически без выполаживания. Но с другой стороны, сравнивая с вертикальной стеной на Феррате Делик-Либурун, тут понатыкано столько скоб, что в принципе большинство из них даже не задействуются из-за ненадобности. Маршрут довольно короткий, в меру сложный, и на мой взгляд это самая живописная Феррата в Крыму. Что-что, а покорять скалу возле полноводного 25-метрового водопада, расположенного в густом лесу, это дорогого стоит. И камера тут, к сожалению, не способна показать то, что видят глаза.
Via Ferrata предлагает опытным туристам и тем, кто интересуется скалолазанием, относительно безопасный вход в мир стен, хребтов и скал. Любой, кто знаком с карабинами, имеет силу рук, голову на плечах, отсутствие страха высоты и дозу смелости, может отважиться на восхождение по захватывающим участкам, часто безумно экстремальным и захватывающим. А если информация была полезной и ролик вам понравился, не забываем подписываться и оценивать. А мы тем временем спустились со скал Грифона насладиться водопадом вблизи. И лучшего места, чтобы закончить этот ролик, я думаю, не найти. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.